Привіт! Ви на каналі про бізнес в Нідерландах, де ми говоримо не тільки про успіх, а й про фокапи. І сьогодні у нас в гостях президент бізнес-клубу MBC Максим Гайковський. Клуб міжнародний, клуб уже є в 4 країнах, в клубі більше 500 людей. І сьогодні ми поговоримо про те, що 80% підприємців відчувають себе одинокими, про те, за що можуть відчислити з бізнес-клубу, як керувати спільнотою, де учасники мають велике его, і відповідно, як це поєднувати в сімейних стосунках. І так, Максим, розкажи трошки про себе, будь ласка, як ти це почав? Чому вирішив почати бізнес-клуб? Ну, можеш з друзями поспілкуватися, обмінятися ідеєю. Мы с Вероникой, мой партнер по клубу, по форумам, по бизнесу и по жизни. Мы когда переехали в Одессу, потому что вообще Вероника одесситка, я молдаван. Мы какое-то время, когда началась в 2014 году первая волна войны, мы переехали в Молдову, начали обустраиваться, был небольшой бизнес. И после этого, когда уже все вроде бы как стало спокойней, подумали, почему бы не переехать в Одессу, на родину к Веронике. Но у меня там никого нет. Я никого не знаю. Вероника еще, так как она там жила всю жизнь, в принципе, имеет какие-то контакты, и у меня вообще никого не было. Вот я знал только Веронику, ее родителей, и в принципе, все. И пришла мысль, надо какое-то сообщество. Как раз пришли те возможности, которые помогли нам создать первое сообщество, первый клуб в Одессе. Тогда мы даже не понимали, как это может превратиться в бизнес, какая-то монетизация, что вообще из себя это представляет. Нам нужны были связи, точка. Мы хотели открывать любые двери, мы хотели общаться с предпринимателями, которые каждый день проходят вот этот путь, и нам нужно было с кем-то обмениваться опытом. Да, это тогда мы запускались чисто на энтузиазме, не видя какой-то определенной выгоды для себя. Мы чисто хотели сделать окружение нужных, классных людей, чтобы можно было стартовать, развиваться, и это было легче. Ну, і ви спочатку одразу розуміли, що зв'язки вирішують все. Ну, Да. це базова фраза. Вот именно как раз тогда я, может, год до этого прочитал книгу «Связи решают все». Точно, є ж книжка. И она очень четко подсветила то, что где знакомятся, например, стоматологи. На каких-то конференциях стоматологов, чтобы понять, кто как, что делает, какие-то новые технологии и так далее. А где знакомиться предпринимателям? Ну, на улице ты так не познакомишься, просто скажешь «Привет, ты предприниматель или нет?» Ну, нет. А тут, получается, у тебя концентрат людей прям в одном месте, которые занимаются бизнесом. Разным бизнесом. Ты можешь подойти и спросить: слушай, вот как ты нанимаешь сотрудников? Какие ты задаешь вопросы на собеседование? Может, у тебя вообще HR? А вот твой HR, как ты его нанимал? А как вы работаете? Тут вот куча вопросов, которые нужно вот каждый день задать себе предприниматель. А у кого спрашивать? Ну, такие же предприниматели. Вот, Да, еще 9 лет назад, когда мы только приехали в Одессу, и все друг друга предприниматели, они говорят, мы все знаем друг друга. Да Но, прикольно. как оказалось, все друг друга заочно только знает. А именно на наших мероприятиях все приходили, заново еще коммуницировали, говорят, рядом может рестораторы находиться, но так они не общались. Только на наших мероприятиях, приходя на наши мероприятия, они уже общались, объединялись, где-то друг другу рекомендации какие-то давали. Даже проекты новые рождались вот благодаря вот именно каким-то встречам, да, где они сдруживались потом, какие-то новые, там, либо благотворительные проекты создавались, и тоже такие большие были предприниматели, либо какой-то новый там ресторан открыли вместе, уже там нашли партнеры, инвесторы, запустили вместе ресторан. То есть разные были истории, за 9 лет их просто несчисленное множество. Даже с Вероникой думаем, может быть, создать какой-то вот файл, да, с такими вот крутыми историями. Историй много. Да. Ну, насправді це дуже класно, тому що більше всього сприймається інформація якраз через приклади, да? Мгм. Які комунікації, хто, з ким, з чого вона народилася. Бо можна говорити дуже загально, але дуже загально це виглядає, ну, відверто, як інфоциганство. Да? І дуже багато скептично налаштованих людей. Конечно, Я конечно. поки тут запускаю, я якби почула багато фраз про те, що Мгм. та ці бізнес-клуби – це роздута історія, та кого ми тут можемо ще дізнатись, ми і так один одного всі знаємо. І справді, на багатьох зустрічах, ну, ти зустрічаєш одних і тих же ж людей. Але тим не менш, сьогодні буде багато людей нових. Тобто 95% я не знаю, я про них не чула навіть. Я каждый раз на встречах, на форумах, на слетах, я прошу поднять руку людей, которые никогда, вот взагалі, ни в каких бизнес-клубах не были, ни участниками, даже на такой встрече, которые не были. Минимум 60-70% поднимаю руку. Это люди, которые даже не представляют, что это такое. И это круто, потому что это входит уже в культуру предпринимателя. На Западе, в том же Лондоне, да, где у нас тоже, кстати, бизнес-клуб есть, в Штатах, эта культура еще с 30-х годов. И даже еще раньше. Они Ну, по назывались... сути, в Украине это только 10 лет назад начало развиваться. Вот Вот примерно. мы одни из первых, кто запускался в Одессе.
Поэтому мы как бы протаптывали этот путь. И довольно-таки неплохо. Протоптали, обучали людей, что клуб Класс. это классно. И, в принципе, надо прийти, попробовать, и тогда уже люди убеждались, что это не просто так поговорить пришли. Поэтому я всегда говорю, что конкуренция – это всегда хорошо, потому что конкуренты создают рынок. Потому что если ты один и создаешь что-то уникальное, которого нет на рынке, у тебя есть два пути. Либо ты нашел ту нишу, которая скоро стрельнет, либо ты нашел нишу, которая нахрен никому не нужна. И ты просто закроешься через год. Но мы попали в ту нишу, которая была востребована, но она никому не нужна, она существовала уже. Рынок был, но в других странах. И просто когда мы зашли на рынок Украины, мы поняли, что, это круто. Но мы поняли не сразу, кстати. Мы поняли где-то через год-полтора, когда мы первые большие форумы уже начали собирать там на 1000 человек. От тоді ми поняли, що це реально крута штука. От про форуми я хочу детальніше розпитати, але спочатку скажи, ви зустрічалися зі скептицизмом? Ну, ось, типу, на що воно треба, це все там та ж саме роздута історія, це все показуха. Ну, я дуже багато за останній місяць цього почула. Я тебя предупреждал. Да. Это 100%. Это первое, да. Первое, что демотивация такая. Но это, мне кажется, во всех сферах. Чаще всего встречается, это уже много этого на рынке, и либо же это никому не надо, если его нету, это никому не надо. Поэтому... Либо вы инфо-цыгане и вообще валите из нашей страны, потому что вы занимаетесь там типа мошенничеством и так далее. Смотрите, я из той серии, которой я вот прям терпеть не могу инфо-цыган, при этом я люблю инфобизнес. То есть почему я уважаю инфобизнес, потому что я считаю, что каждый специалист, эксперт, профессионал, который что-то классно умеет делать, он просто обязан поделиться этим навыком с другими людьми. Это преступление не поделиться тем, что ты делаешь круто. То есть просто вот уловите мысль. Идут поколения. В нашем поколении есть крутые стоматологи, опять же, да, уже раз привели их пример, там, крутые предприниматели, классные маркетологи, ютуберы, да, там, кто угодно. И он делает это классно, и такой, а я вот буду один это делать. А вы все делаете сами, набивайте шишки. Это эгоизм. Профессионал должен научиться, во-первых, сначала передавать, транслировать его методологию и учить других этому. Не все научатся, естественно. Но это инфобиз. Университет, это что же инфобизнес? Ну, это если не говорить про государственные. Если частный университет это бизнес. Информацию продают, правильно? Берут учителей, которые в лучшем случае, это классные предприниматели. Я знаю, у меня в окружении есть предприниматели, которые пошли в университет преподавать. Это частая история. И таким, но они идут в частные в основном вузы. Це, до речі, моя дитяча мрія. Вот. Я тоже, кстати, хотел бы попреподавать. Я думаю, что да, придет момент, но не сейчас. Я пока еще сам делаю кучу ошибок еще. Так вот, это что же инфобизнес? Структурований, налагоджений. Да, это экологичный инфобизнес. А есть инфо-цыганство. Когда человек прошел курс, как стать коучем за 8 недель, и стал коучем через 8 недель. Без практики, опыта и всего остального. Ви бізнесом займаєтесь разом. У вас був офлайн бізнес до цього і клубом разом. Не совсем так. То есть изначально я занимался семейным бизнесом, да, у моих родителей был бизнес, связанный с, и есть бизнес, связанный с детской обувью. Я подключился уже на каком-то этапе. Он Работает до сих пор. Да, он действует, все хорошо, то есть при том, что действует по тем лекалам, в принципе, которые я задал еще, когда я был с ними в партнерстве. То есть мы подняли очень хорошо тогда обороты, раза в 2,5 точно за несколько лет. Це в Молдові, правильно? Да, это в Молдове, да, то есть и мы открывали новые магазины, то есть, в принципе, очень хорошо поставили на рельсы в какой-то момент. А потом, когда мы уже переехали в Одессу, мы понимали, что вот это вот нужно окружение, то, о чем мы говорили, и уже тогда с Вероникой вместе, совместно, как с партнером, да, мы уже запустили, причем у меня же никаких юридических прав не было, то есть, по сути, все было, через Веронику, потому что, я там никто еще был, мне даже видно житься, даже времени не было. Вот. Потом мы уже начали это все структурировать, и уже сейчас это уже и торговая марка, и со всеми там вытекающими. Я уже налоговый резидент Украины. Но все равно часть принадлежит Веронике, часть принадлежит мне. Як ви розподіляєте обов'язки? Бо ти в кадрі завжди, ти якби головний. Вероніки видно дуже мало, і про неї взагалі дуже мало десь розказується. Мені хочеться більше розкрити. В чому обов'язки кожного, як ви це розділяєте? То, что Вероники мало в кадре, наверное, это мое упущение и моя большая ошибка. Тебе комфортнее на сцене находиться. Это да. Поэтому... Просто когда Вероника появляется в кадре, у меня всегда растут охваты. Так, не знаю, это случайно или не настільки случайно, гарна дівчина. Да, но растут охваты, да, это правда. На самом деле, так как-то вот исторически сложилось, да, что я был на сцене, и представлялся, и вот все вот пошло, Вероника была тылом, да, то есть выполняла очень много. Закулисье. Закулисье, Все, что да. закулисье, это мое... Но сейчас Вероника
очень много, скажем так, привносит в маркетинг, в пиар и тоже выходит в публичное пространство. Так что, я думаю, у нас будет очень много в дальнейшем совместных интервью и каких-то, может быть, совместных классных релизов и так далее. То есть А на самом деле, если большие масштабные у нас мероприятия проходят, каждый знает свою зону ответственности. Мы даже не пересекаемся. Мы полноценно доверяем, если это сцена, это звук, это выступление, это рассадка. За это отвечает Максим. Все остальное за кулисье, как рассадка людей, подготовка полностью, все процессы мероприятия, это уже лежит на мне и на нашей команде. Наша команда, они такие бойцы, прошли уже столько всего с нами. И огонь и воду, как говорится. И за день можно 2 форума, за 2 дня можно 2 форума провести в разных городах за с неделю переездами. 4 можно Да, провести. поэтому Я не разный уявляю. опыт был. И этот опыт очень сильно нам дал моментально сгруппироваться, моментально решить все вопросы. И вот это моментальное принятие решений на локации, как правильно сделать, где что будет распределяться, это, конечно... Ну, мы не пересекаемся. У нас у каждого распределение Да. своих обязанностей. Это Это самое 100%. главное. Віроніка, в мене до тебе окреме питання. Чи тобі ок, що ти не в кадрі постійно? Бо ти дуже гарна. Я думаю, що якби ти вела якусь публічну діяльність, вона просто була б з дуже високими охопленнями, як Максим сказав. Мне хорошо, я очень классно взаимодействую с участниками. Я внутри, когда уже участники собираются, я вот их окутываю своей любовью, вниманием и всем остальным. Поэтому это моя задача. Я спокойно знаю, что я на мероприятии, вот там моя публичность на мероприятии. В кадре не всегда это получается, не всегда я хочу на сцене. У меня и был опыт у нас на форумах, не всегда мне комфортно и хочется это делать. Поэтому и такое распределение. Каждому какая зона ответственности комфортна, вот тот и за это отвечает. Максим, хотіла розкрити тему форумів. Чому форуми? Як це прийшло? Це було ціленаправлено, чи це прийшло спонтанно? Бо бізнес-клубів багато, але форуми для мене це дуже великий показник, де люди, дуже відомі люди, довіряють вам організовувати їхні виступи. Запит таких організацій він дуже високий. Як так сталося? Чому форуми і чому вам довіряють топові спікери? Ты помнишь первый наш форум? Да, мы сначала пригласили очень классного спикера. Черника. Евгения Черняка. Да. Да. Это тогда было только начало его медийной истории, и мы его пригласили в Одессу. Он говорит, я выступлю, приеду, за 4 дня вам напишу, куда я приезжаю. Пишет он за 4 дня до... За 4 дня форум. дня до Это не форума. как сейчас, если бы мне сейчас Чичваркин или кто-то из топ-спикеров сказал бы, давайте через 4 дня форум, мы бы сначала, скрипя зубами, ну, сделали бы, и для нас бы это было норм. Но тогда мы за месяца 1,5-2 готовили любое мероприятие, которое Не было там на такого 100 человек. большого опыта. То есть и для нас это был стресс большой. Каждый бизнес-завтра, каждое мероприятие маленькое до 20 человек, это для нас было большое событие. Кофу тогда был год. И нам пишут, Я помню, даже вечером мы с Вероникой ходим, там Черная пятница была, мы по торговому центру ходим, и у меня сообщение от Евгения Черняка, говорит, я буду в понедельник и в среду в Одессе. А як так А вийшло, це що він п'ятниця. тобі особисто пише? Как получилось, я ему написал в личку. Мне было 2 попытки написать. Ти його запрошував? Я его запрошивал. Он тогда как раз очень стал популярным на одной истории с одним из блогеров, которому он задал легендарный вопрос, который потом разлетелся на цитаты. Ну, все понимают, о чем я. И он стал популярным, начал снимать тоже Big Money. И я понял, что это классный спикер, классный предприниматель, твердый предприниматель, за которым идут люди, которые хотят слушать и которого приглашают. В Киеве тогда он прям очень взлетел. Там на все форумы его приглашали топ-спикером, хедлайнером. Ну, я пам'ятаю, він був всюди. Да, я думаю, класс, в Одессу никто еще не пригласил, мы будем первыми. Я ему написал, он не ответил. Сначала вообще не ответил, потом прочитал, не ответил. И вот последняя уже 3-я попытка была. Он, короче, выступил в Киеве. И я уже там включил чуть-чуть психолога, думаю, ну, наверное, сейчас после выступления он на максимальном подъеме настроения. Вот я ему сейчас напишу, у него придет сообщение. Он, скорее всего, подумает, что это важное сообщение. Ну, потому что после его выступления что-то написали. А тут я написал, Евгений, добрый день. Возвращаясь к вопросу вашего выступления в Одессе. Хотим вас позвать. Все, я коротко написал. Потому что по его интервью и по его всем выступлениям я понял, что он любит коротко, четко и по делу. Без воды, без всего. Я ему написал, он написал, готов. Прислал одно слово, готов.
Ну и дальше мы уже начали спілкуватися насчет его состояния в Одессе. А я еще такой думаю, ну, наверняка мы должны собрать 1000. И я ему говорю, давайте мы сделаем большой форум под вас, на 1000 человек, у нас есть зал под это. Хотя мы никогда до этого не делали 1000 человек. Я говорю, ну давайте летом, а это ноябрь. Я говорю, давайте лето. Он говорит, какое летом? Я напишу за пару дней, как приеду. И не, вот тогда даже сказал за неделю, по-моему. За неделю для меня это было нонсенс. Ну как за неделю организовать такое большое мероприятие? Потом, когда вот он мне написал за 4 дня, по сути, да, то есть это 5 часов вечером он пишет, у нас суббота, воскресенье, понедельник, вторник, 4 дня. И в среду мероприятие. Я Веронике говорю, ну давай, 100 человек, наверное. Говорит, какой 100? Сейчас мы 300, а ты Я давай говорю, 400. давай 300. Я говорю, какие 300? Ты А что? потом у женщин всегда растет амбиция в процессе. Давай 500. Да, потом Ладно. я Говорят, такая, за зал давай где найти? 500. Говорю, зал, где найти зал? Это же зал на 500 человек, мы же никогда не делали на 500. У нас был на 300 взлет. И на тот момент в Одессе на самом деле маленькое количество было залов. Да, мало залов было. Мы не знали, где даже на 500 есть залы. Наскільки я пам'ятаю, я читала чи дивилася десь історію, що у вас там не все гладко пішло, да? Это Розкажіть. дальше. Да. Это дальше. Значит, мы объявляем форум. Мы до воскресенья почти делаем sold-out. На 500. Я- Это уже не 300, а Як? 500 человек, да. 500 человек. То есть мы в эйфории, в кураже. Мы думали, вот сейчас это все попрет. Оно реально поперло. Мы Ну. такие, вау, так это бизнес. До этого это все было так в ноль. Мгм. Ну, или там какой-то небольшой плюсик, да, там. У меня там небольшое там, СММ-агентство, которое мне приносило деньги. Там еще семейный бизнес, который продолжал заниматься, приносил деньги. А это не приносило деньги. А тут мы такие, ого, это бизнес полноценный, с командой, с маркетингом, со структурой, да, то есть это уже рождалось во что-то понятное. И когда мы собрали вот 500 человек, это было в 7 вечером, в ночь, по-моему, со воскресенья на понедельник произошла, короче, какая-то стычка, я не помню, как это все происходило, я тогда не сильно вдавался вот в всю детали. Произошла какая-то Ситуация стычка такая, в Керченском проливе, где Крымский полуостров, и получается, что объявляют военное положение на всем юге Украины. А что это означает для нас? Это означает, что нельзя собираться больше, чем 10 человек. В понедельник объявили, а во вторник вечером уже мне Черняк звонит и говорит, что я уже взял билеты в Одессу, но по Юридически, рекомендациям юристов лучше не делать, то есть лучше перенести. Поэтому давай мы не отменим, а перенесем просто. Я сделал видеообращение, он сделал видеообращение, где я сказал, что мы организаторы, что мы не мошенники какие-то, что собрали деньги и исчезли, да, или там перенесли, типа якобы, а потом еще раз перенесли. Нет. Как мы сделали вообще так, что мы ни одного человека не пришло все-таки на зал? Во-первых, мы всей командой. Всех прозванивали лично. Не просто смс-ки раскинули, что им перенос. Нет, мы лично всех прозванивали. Каждому участнику там какой-то бонус предоставляли. Я всю базу участников пустил на таргет, сделал аудиторию из этого, пустил на таргет, чтобы меняется мероприятие. Ну, понятное дело, что во всех соцсетях, сторизах, я лично говорю. И в итоге ни один человек не пришел. То есть все узнали. Ну, мы были на локации, еще если кто-то дойдет, мы ну, тоже там это волонтеров поставили на локацию, контролировали это всё. чтобы, если кто-то придет, чтобы не, ну, не пришли. Слава Богу. Ну, в тому плані, що всі почули і ніхто не забув. Да-да-да, Все було да-да. нормально. Было 20% возврата, всего лишь. Мы вернули 20% деньги. Но это и было хорошо, потому что билеты тогда были очень дешевыми. И мы понимаем, что если мы будем делать в новом году, мы поднимем цену. И, соответственно, мы сможем дороже продать эти билеты. Вот и все. И так оно и получилось. Мы потом в феврале, 8 февраля. Да, мы организовали на 1000 За 2 недели. Это тоже был рекорд, потому что какие 2 недели? Ну, для нас это было тоже быстро. Вот за 2 недели мы организовали на 1000 человек. Вот так. Слухай, ну це звучить як оця класична історія, коли ти думаєш, що ти щось починаєш, зараз все Не полетить. 1000, кстати, 1200. 1200, да. 1200. Там И были просто стоячие места люди еще. просто, Мы не знаю, там забили пробка, зал, знаешь, да. люди, которые там часто ездят с работы на работу в этот район, в Одессе, мне говорят, только 2 раза в жизни была такая пробка вот здесь, когда какая-то была то ли болгарская какая-то свадьба, да, большая, и вот у вас. Ну, просто город встал в этом районе. Люди оставляли такси, просто выходили пешком шли до мероприятия. Слухай, ну це просто звучить як ми піймали хвилю, все супер. Ми починаємо тут розганятися, і дуже різко все обламується. Але через якийсь час ви це повторюєте в більшому масштабі. І зараз вже до вас приходять дуже багато відомих. Хто до вас приходить? Чичваркин, понятно, мы сейчас с ним работаем очень много по форумам, по благотворительности, потому что часть денег с билетов, которые мы продаем из спонсорств форумов с Чичваркиным, наверное, благотворительность — это большая вообще история, которую мы делаем. Не буду сейчас цифры называть, чтобы не обмануть, да, потому что я не знаю точную цифру, которую мы перечислили на разные медицину, тактическую медицину сложно, там, турникеты, жгуты, там, хотелось, короче, раз. Но большую сумму достаточно. А Тигиб, Тигибко, ну, как ее? Виктория. Виктория, да.
А потом кто еще у нас? Давай всех перечислим. Чичваркин, Черняка мы не будем трогать. Выступает у Максима, потому что они родственники. Кто еще из таких? Подожди. И вот это вот типа рэк, знаешь, Мгм. такое? И вот мы сейчас общаемся, и это же интересно. Да. Вот то, что мы сейчас говорим. И это не формально, не вот это, когда мы стоим, такие типа деловые. Дальше. Маргулан Сисимбаев. Я думаю, многие знают. Ну, Евгений Черняк, мы уже сказали. Водотурский, компания Алексей Водотурский. Не был. «Нибулон». На сцене нашего форума ему вручали тогда Героя Украины. Поэтому это большая честь. Да, к сожалению, его не стало. Не стало, во время но войны. Это легенда, к которой мы были причастны. Это выдающийся предприниматель. Потом Александр Конотопский, Ajax Systems, его, это наш украинский Стив Джобс, по сути, который создал просто уникальный продукт. Охранные системы вот эти, да? Ну, Во всем мире да, продаются, все да, это знают. же все знают, на всех отелях, везде Ajax. А потом кто еще? Виктория Тигип, Виктория Тигипка. Марина Авдеева. Ну, в общем, большое количество. Федорев. Федорев, Андрей Федорев, да, кстати, сейчас еще и в Валенсии выступает вниз. Поэтому, да, но много очень. Я, наверное, даже, не то, что половина, я даже там часть где-то только назвал, но большую часть я даже, если там целый список составить, то там очень большой список. Есть же спикеры, которые еще с нераскрытым потенциалом медийности, да, которые очень крутые, их пока мало знают, но в какой-то момент они тоже выстрелят, потому що там просто опита очень много. Ну і ви якраз таких людей знаєте, ви можете допомогти їм розкритися, да? І так як ви, я не знаю, ви, мабуть, наймасштабніші організатори, найпрофесійніші. Вам довіряють так. просто люди. Давай так, я не буду ставить по рангам, да, то есть ну, мы точно в топе. Мы одни из тех, кто делает форумы каждый день. Недавно вы делали с Чичваркиным форум, один день в Одессе, на следующий день в Киеве. Да, кстати, это Поэтому, еще один пример, это за неделю мы сделали 4 форума, это Одесса, Запорожье, Днепр и Харьков. И это были все масштабные форумы за неделю. То есть, мне кажется, ни одного кейса такого не Такого было. точно нет. Тому то і Я справа. І про це Делали и масштабнее, чем мы. Вот Киев Конечно. делал 8 тысяч человек, хотя там, ну, я думаю, что было где-то 5 000, ну ладно. Дальше там Варшава делает какие-то большие там форумы. Я не буду сейчас говорить про качество этих форумов, там про наполнение и так далее, это уже сами участники решат. Но если брать уровень нестандартных ситуаций, которые мы проходили через форумы, то, наверное, таких примеров больше нет. То есть организовать за 4 дня форум с Чичваркиным в Одессе. В Одессе. Когда мы не знаем, вообще он приедет туда или не приедет. То есть как еще донести людям, что он точно будет, и продать билеты за 4 дня. За 4 дня, я просто расскажу зрителям, что такое организовать форум за 4 дня. На 300 человек. Суббота. Найти зал. Найти зал, организовать зал, полностью рассадку, в платежную систему, сайт. Потом все афиши, таргетированная реклама, медийка, блогеры, типография, все это распечатано уже, это все ускоренное должно быть, да? То есть команда должна полностью Продажники понимать, как полностью, продукт, да. как продукт продавать, что говорить. Это прозвоны, это заявки. Приходило по 200 заявок в день. Это вот так вот просто. Я уже подключался, я звонил, потому что это невозможно обработать качественно, да. Это, ты просто звонишь, коротко пробежался по тезисам, рассказал, что будет, сколько стоит, вот оплата. Все. И это все за 4 дня. А еще ты же постоянно на стрессе. Как-то можно будет. Еще, да, пример. Он вылетает из Лондона в день мероприятия. Не за день, не за 2 дня. В день мероприятия он вылетает из Лондона в 10 утра. Летит через Кишинев, куда он прилетает там часов 2, по-моему, дня. И из Кишинева ему нужно добраться до Одессы, а еще непонятно, как там можно будет. Он должен выспать в 8, а приезжает к 7 в Одессу. При идеально сложившихся ситуациях. И ты в этом всем живешь. Это вот минус организаторов, что вот такие вот моменты, они тоже не только собрать людей, не только организовать все, чтобы было идеально, а еще ты переживаешь за какие-то нестыковки, когда ты работаешь со спикером, ну, форс-мажоры происходят. Поэтому Ну, да. именно вот эти вот все острые углы с форс-мажорами обыгрывать, где-то спикеров менять местами, где-то вот такое бывает. Да, форумы это не только классно, не только ты потом можешь этим гордиться, но это еще и большие риски. Я не знаю, як ви такий рівень кортизолу переварюєте, бо це правда. капець. А там волнами идет Да. состояние, да, ты сначала в Седые волосы напряжении, появились. да, а потом ты в этой эйфории, когда у тебя все происходит, потом у тебя ты еще находишься, а потом у тебя идет на спад, и энергетически, и вот полностью морально Я ты всего знаю. выжат. После форума 2-3 дня у тебя еще эйфорит, ты держишься на этом, Мгм. ты хочешь это. Адреналине, Ты уже это такой всё. думаешь, так, новый форум, проходит 2-3 дня, все это спало, по идее должна начаться рутина, а ты ничего не хочешь делать.
Но это заряжает. Мы любим это дело, поэтому оно постоянно, вот этот драйв, хочется испытывать этот масштаб. Вероніка, ну а як ти, як жінка, як мама? Ви ж маленька дитина, скільки? Да, до 4 речі? года. 4 рочки? Да, дочки. Клас. А як ти з цим справляєшся? Ну, я до чого, що чоловіки емоційно трошки більш стійкіші. У нас все ж таки у жінок трошки Да, більш. это Як ти правда. це переварюєш? Есть поддержка в качестве родителей, мы им очень за это благодарны. Это такой тыл, который нас поддерживает, вот такие моменты форумов. Да, ты потом восстанавливаешься, но с ребенком ты восстанавливаешься быстрее, потому что у женщин есть момент переключения. Да, я зашла на форум, все, я отключилась, я переключилась, у меня моя задача вот Я не в организации. А когда ты приезжаешь домой к ребенку, все, ты уже мама. Моментально ты переключаешься, и тебе надо быть максимально вовлеченным. И это, наверное, с появлением ребенка не дает вот этой яме случиться для меня лично. Когда не было ребенка, конечно, выход с этого состояния был гораздо эмоционально сложнее. Ребенок мотивирует и заряжает. У меня к тебе вопрос. Почему ты решила в Нидерландах запустить бизнес-клуб вместе с нами, с NBC, а не решила там сделать, например, свой, а именно пошла по модели франшизы и запускаешь вместе с нами? Слухай, ну по-перше, я не один раз запускала щось сама з нуля. І я цими історіями наїлася повністю. Коли ти перший, допускаєш багато помилок, з них вигрібати дуже складно. Я відкрила салон в Нідерланди, як тільки приїхала. Мене тут називають камікадзе. Да, я стала відомою зі своїм бізнесом тут, але я просто стільки помилок допустила, не знаючи. І я цього, по-перше, не хочу. Я вже доросла дівчинка, і мені не хочеться грати в спроби. Я хочу вже, якщо робити, то робити одразу якісно. Франшиза для цього дуже класний варіант. Я про вас чула давненько, вже там історія почалася ще з Федорєва чи Чваркіна. Ви відмічали, коли організовували різні форуми. І от я потрошки чула, що коли ви називались Mind, ви ж змінили назву. І відповідно для мене це вже історія і довіра, статусність через довіру, коли великі люди довіряють вам організацію своїх заходів. Тобто для мене це про системність. При цьому ви не особливо публічні і немає хайпу. Для мене це також дуже важливо, що є репутація. І я із чатом GPT, з Клодом, я попитала у багатьох людей, що ви знаєте про клуб. Правда, дуже багатьох. І ніхто не сказав якоїсь поганої інформації. І для мене це було ключове. А по-друге, коли ми вже спілкувалися і я вивчала цінності клубу, це сімейні цінності. Мені це прям відгукнулося дуже-дуже сильно. Мені вже більше подобається про пошук балансу, про результативність, про менше помилятися, але спокійно досягати якихось вершин. От ви внушаєте багато спокою. Знаєте, немає оцих дитячих емоційних качель. Мы это просто пережили уже. Тоже хочется спокойствия уже. Все-таки уже ребенок, семья, уже все как-то не до этого. Если ты Ну, говоришь, и мы рассуждаем, что клуб — это бизнес-семья. Вот так мы и подходим к этому. Смотри, как хорошо всему. буква «Б» подходит, да, баланс. Это, на самом деле, оно считывается в ценностях, да, вот этот баланс гендерный, баланс бизнеса и семьи, то есть баланс во всем, баланс не только вот про достигаторство, да, потому что это, когда у тебя есть энергия, ты можешь там до 35-40 еще там достигать, но все-таки ты хочешь какого-то больше предсказуемости, большего спокойствия, больше системности уже какой-то. То есть не забывай, что ты еще... Для чего ты это делаешь? Для чего ты занимаешься бизнесом? Для чего ты знакомишься с людьми? Для того, чтобы облегчать себе жизнь, для того, чтобы жить в первую очередь, да? И вот когда ты это вспоминаешь, ты уже понимаешь, что вот этот баланс очень важен. Там буква «Б» в NBC. Это вот про баланс. Так, до речі, згадала, я десь роки 3 тому писала пост в Інстаграмі «Знайомство зі мною», і в мене там є фраза «Хочу побудувати бізнес, про який будуть говорити в різних країнах». І якби це така ціль, тоді вона була сказана, як мрія, і вона зараз дуже сильно лягає. Можна відкривати самостійно клуб, але ти поки напрацюєш репутацію, репутація напрацьовується довго. Вона не напрацьовується за місяць, за два. Це треба там пару років. І якщо ти робиш це сам, ти якби за пару років виходиш на якусь певну сходинку. А якщо ти в партнерстві з великими масштабними досвідченими людьми, ти вже якби починаєш з наступної сходинки. І це класно.
То есть, получается, если я правильно понимаю, ты просто благодаря франшизе просто сократила этот путь, который ты бы, в принципе, проходила бы сама, потому что нет никакого секретного секрета или успешного успеха, да, то есть бизнес-клуб такой же бизнес, как и все остальные бизнесы, есть раз, два, три, делаешь, если делаешь это хорошо, качественно, если ты нормальный по ценностям и так далее, то в какой-то момент ты придешь к какому-то своему вот этому успешному бизнес-клубу, вот, да, и даже сам. Но это может пройти вот столько-то времени, например, да, там, не знаю, 3 года, 5 лет. Кого-то, если бы очень быстро, там, какой-то нонсенс, там, 2 года, может. Но опять же, ты же за это время должен наработать вот эти связи, не просто какое знакомство. Познакомиться с Чичваркиным, ну, приди на форум, либо познакомиться с Чичваркиным. А доверие? Но доверие его заслужить, Во. вот это уже важнее, понимаешь, это сложнее. И опять же, ты одно касание сделал, тут второе касание, тут третье касание. Это все время, понимаешь? А тут, например, ты на встрече клуба, ты уже спокойно, как партнер, как часть бизнес-клуба MBC, ты можешь говорить, бизнес-клуб MBC приглашал 1, 2, 3, 4 вот таких спикеров, и уже сразу тебе по-другому, да, если ты не говоришь, что ты там неделю назад, 2 недели назад или там год назад запустил бизнес-клуб, да, и вот как бы, а у тебя уже есть, получается, как бы ты сразу становишься причастным к общему бизнес-клубу, к общей історії, к общим спікерам. І плюс це досвід. По суті, франшиза це що? Це ваш досвід, де ви допустили вже там стикнулися, да, з різними ситуаціями, і ви знаєте, як їх передбачити, як їх запобігти. І відповідно я вже не витрачаю там 2, 3, 5 років на те, щоб пройти цей шлях самостійно. Це скорочує шлях, це спрощує шлях. Я півроку тому запускала захід на 50 людей, так, підприємців, і це було дуже стресово. Зараз, звичайно, також стресово, але багато питань завдяки тому, що закриваєте ви як франшиза, це неймовірно цінно, воно виправдано. Я, короче, понял, как формировать следующую цену для будущих франчайзи. Ну, просто надо будет выписать все ошибки, которые мы допустили, цену этих ошибок, поделить условно на 4, сказать, вот вы в 4 раза сэкономите свои деньги на ошибках, а еще вы сэкономите лет так 5 и несколько седых волос. Вот вам, пожалуйста, цена франшизи. Я думаю, Так і є. Слухай, в мене питають, Катя, скільки ти потратила, щоб відкрити салон в Нідерландах? І насправді питання не в тому, скільки я витратила, щоб його відкрити, а в тому, що на виправлення помилок я витратила значно більше. І про це ніхто не враховує. А ви скільки їх пройшли? Ну, тобто це досвід, він безцінний. Сколько еще, опять же, недозаработанных денег. То есть во франшизе, например, там есть отдельный блок про монетизацию, он еще, кстати, будет дорабатываться, там будет больше каких-то приколов, да, где можно зарабатывать на клубе. А мы когда-то этого не знали. Мы не знали, что на это можно зарабатывать дополнительно. А сейчас уже знаем. И это можем передать франчайзе. Вот еще один способ монетизации. Тому, да, я до чого, якщо хтось хоче бізнес-клуб, я дуже рекомендую йти через франшизу і особливо через MBC. Максим, скажи, я знаю історію, коли з клуба відчисляли учасників. За що можна відчислити? Чому це ставалося? Не так багато, насправді, да, то есть это очень хороший показатель, что у нас за вот 9 лет было 3 человека, сейчас, ну, может, 5. Вот если я вспомню, сейчас 5 человек, которых мы отчислили. Чому? Первое, вот, наверное, самое главное, почему у нас в ценностях порядочность. Вот когда человек непорядочно поступает. Вот что такое для меня непорядочность? Да? Каждый скажет, ну, у каждого свой там уровень ценностей, там уровень порядочности, непорядочности. Кто-то считает это нормально, кто-то непорядочно. Ну, в общем, я расскажу просто историю. Ну, условно, когда за твоей спиной делают то, что тебе априори не понравится, и этот человек знает, что тебе это не понравится. И он делает это за твоей спиной. То есть элементарный пример, когда за моей спиной открывали конкурирующий бизнес-клуб с известным достаточно названием, да, и твоих участников, твоих резидентов клуба, так как он тоже член клуба был, он берет просто, аккумулирует их к себе, не говоря, что он запускает бизнес-клуб, просто говорит, давайте на кофе встретимся. А потом им бейджики на кофе раздают. И это все делает за твоей спиной, и, конечно, тебя он не приглашает. От этого узнаешь от тех резидентов, это говорит про ценности, что они все, почти все, 90% написали, сказали, Макс, вот такая ситуация, и все сказали, ну, мы считаем, что это, конечно, неправильно. Мы, конечно, к нему не пойдем. Мы просто думали, что он на кофе нас позвал. А оказывается, вот такая ситуация. Вот это один из примеров. Другая ситуация, когда мы начали вычислять, что резидент клуба просто купил резидентство, чтобы ходить на те встречи, где он хочет познакомиться с конкретными спикерами или людьми, просто позвать их к себе на своих мероприятиях. У него тогда не было клуба, это в Одессе еще было, на заре начала. Просто у него были мероприятия, какие-то там бизнес-завтраки, какие-то там просто форумы. И вот он приходил, знакомился со спикерами, ему не важно было ничего больше. Он приходил, он продавал либо форумы свои там, раздавал флайера свои, что вот у него будет форум. И приходил к спикеру, и этот спикер потом
выступал на следующем форуме там, через неделю-две у этого человека. И когда мы поняли, что ему клуб нужен не для того, чтобы как бы развиваться и далее, а просто вызывать спикеров, я тоже посчитал, я ему сказал, это неправильно. Ты, получается, используешь ресурс клуба просто как возможность дотянуться до тех людей, до которых мы дотягивались какое-то время. Вот и все. Третий пример. Была ситуация, когда мы начали узнавать, что один из резидентов клуба не выплачивал зарплату сотрудникам, кидал их просто, да, там серьезная была история, и до судов доходило это все остальное, до нас доходили эти слухи, сначала слухи, потом эти факты были, там общий чат сделали по этому человеку, и нас добавили, чтобы мы это все тоже видели. И, конечно же, мы исключили сразу же, хотя он был нашим достаточно близким человеком, то есть мы общались, все такое, но я про это не знал. А когда... Вот про клуб, да, что такое клуб? Это когда, ты не утаишь. Если ты, вот такой, да, вот бесценности, вот такого, все равно в клубе это все проявляется. Клуб — это как лакмусовая бумажка. То есть ты по-любому придет время, в течение времени ты раскроешься. Тем более, если ты активно участвуешь в клубе. Ты раскроешься, кто ты есть на самом деле. Кто-то из резидентов, возможно, узнает там тебя, потому что вы там где-то имели общие дела, какие-то бизнесы. И все это вскрывается рано или поздно. Может, не сразу, но вскрывается. Поэтому вот такие основные были. То есть это вот все касается непорядочности. Поэтому вот когда проходил, да, по франшизе, там у нас есть порядочность. Будет просто нормально. Не высокомерным, да, вот это вот, про высокомерие там чуть говорили. То есть вот это высокомерие, я его прям не приветствую. Понты, это не в нашем ценностях. Репутація дуже важлива. В мене ще таке питання. От є успішні бізнесмени, я вже спілкувалася з багатьма людьми тут, і я розумію, що не кожну людину я б хотіла запросити до себе в клуб. Чому можна відмовити, або чому ти відмовляєш успішним людям, які заробляють гроші, які мають досягнення, приєднатися до клубу? Або, скажімо, чому ти можеш не запросити цю людину до себе? А кто для тебя успешный человек? Какие критерии? Класне питання. Да, то що тут ми якраз і повертаємося до ось цих цінностей. Тобто гроші – це окей, ти вибудував систему, там добре маржу робиш, генеруєш, але якщо ти не є ок-людиною в якомусь плані, да, або якось зверхньою, або непорядною, як ти сказав, ось. Смотри, на самом деле отказать, как ты говоришь, успешному человеку, просто я до сих пор для себя не определил понятие, почему я тебя спросил, я не определил для себя понятие, что такое успешный человек. Я не знаю, успешный в чем? Заработал много денег, но у него может быть проблемы в семье. Я не считаю, что он успешный. Он может быть очень классным семьянином, у него классная семья, идеально все, просто идиллия, гармония, но человек не может обеспечить базовые потребности, и в долгосрок вот эта гармония, она пропадет. С милым Райша Алашей я не верю в это вообще. Человек может, опять же, добиться какого-то успеха в деньгах, да, если говорить про успех, но у него могут быть проблемы со здоровьем, которые по его вине произошли, потому что он вел неправильный образ жизни, который привел к ухудшению здоровья. Он уже не успешный. Поэтому я не знаю, кто такой успешный человек, но когда я принимаю в клуб человека, я могу не принять человека по критериям, которые есть у нас в клубе. То есть это если у человека нет бизнеса в принципе, у человека нет бизнеса, которому хотя бы 2 года, или не было опыта в бизнесе 2 года. То есть у него, может быть, сейчас нет бизнеса, но у него был до войны, например, он потерял его из-за войны, но у него больше 2 лет опыта, и, соответственно, он, в принципе, по критериям уже приходит. Сейчас мы еще, скорее всего, добавим еще наличие сотрудников. Оборот мы не смотрим, потому что оборот очень такая искусственная и очень такая субъективная вещь. Я пам'ятаю, ти казав, що можна з мільйоном обороту не мати прибутку. Не уходим от темы, да, оборот — это отдельная история. Поэтому отказать человеку, который подошел под критерии, у меня очень мало таких было случаев. Был случай, когда просто я услышал про человека какую-то очень негативную историю, которая произошла не со мной, а там с третьими лицами. И я просто, как падал на мороз, скажем так. Просто дальше я не дожимал этого человека, что лучше не быть в клубе. Я не говорю, мы тебе отказываем. Да. Не было такого, я буду честен, да, зачем мне сейчас придумывать какие-то истории, которых не было. Очень редко такое было, что я просто даже когда падал на мороз, не продолжал дальше работать с этим человеком. Хотя, вот я скажу, был один случай, когда прям я не хотел... Человек реально, успешный по меркам бизнеса, да, то есть у него хороший бизнес, известная торговая марка, то есть он прям известный даже не сам по себе, а его бизнес известный. И он как-то так высокомерно ответил менеджеру нашему, что когда мне скинул скрин менеджер, что он ей ответил, я говорю, я не хочу его в клубе, даже не продаваемый. Хотя я понимаю, что правильными зацепками его можно было убедить вступить в клуб уже хоть сейчас.
То есть я понимал, как это сделать. Я понимаю все ценности клуба, я понимаю, что этот клуб ему даст конкретно, что ему нужен бизнес-клуб под его запрос, который он озвучил на встрече гостевой. Но он так некрасиво, высокомерно ответил менеджеру, что я говорю, нет, даже не продавай. Если он будет вот так вот себя вести и считать, что он лучше всех и круче всех. От це про понти і високомір'я. Ну да, ми хочемо спілкуватися в оточенні, бачити нам зрозумілих людей, да, з якими ми на одній мові розмовляємо, мовою бізнесу, мовою цінностей. І відповідно, якщо ми вже не контачимось, то нащо продовжувати. А скажи, взагалі, ну якби підприємці, бізнесмени успішні, ці люди дуже амбіційні. Ну як би сказати, у них високе его у багатьох. Да? Ось такі люди. В принципі, як ти з ними працюєш, як організовувати таких людей? Тобто люди, які з високими дуже запитами, з високими претензіями. Ну смотри, любой предприниматель, на самом деле, у него сильно выраженное чувство вот это эго, да, у них сильное эго. И они все амбициозные, да, то есть они все достигаторы, как бы, да, при том, что, да, у нас много мы говорим про баланс, но все-таки достигаторство все равно присутствует, иначе мы не были бизнесменами. Но все эти люди, они не хотят париться ни за что. Но они хотят общаться с людьми, которые вот по их уровню. Ну, вот как они соберут предпринимателей? Да, у каждого из них есть какой-то суровой круг общения, предпринимательский даже. Вот это их мини-бизнес-клуб. Мы как сервис. Почему я говорю, что это бизнес больше? Это нельзя воспринимать бизнес-клуб как просто тусовку людей, которые собрались вместе куда-то чай попить. Мы сервис по предоставлению досуга, встреч, каких-то знаний. Это условно такой консьерж-сервис, да, где ты можешь кого-то с кем-то познакомить, объединить, соединить, чем-то помочь и так далее. То есть вот такой вот как консьерж-сервис. То есть в принципе мы для них как сервисная площадка, которая помогает им отдыхать совместно, то есть на наш таргет, который мы настраиваем, на аудиторию, на наши деньги, по сути. Членские взносы, которые они платят, это, по сути, все идет на то, чтобы там таргетированную рекламу там правильно настроить, да, и привлечь нужных людей. Наша задача, как сервис, который им нужен, вот этим людям, у которых эго, это отобрать нужных людей, с которыми им будет интересно. Вот это все. Да, и они за это готовы платить. И мы для них вот такой сервис. А когда мы еще с ними на равных коммуницируем, а чаще всего, мы на равных все равно в любом случае, как им показать, что ты свой? У тебя либо бизнес, условно, да, который, тоже аккумулирует какой-то доход, да, и они понимают, что с кого можно говорить о бизнесе, о там, жизни, то есть, с ними на уровне. А второе — это люди, которых ты знаешь. Рукопожатие. Бизнес-клубы — это про количество рукопожатий, чтобы дойти до нужного человека. И вот, например, мне как владельцу клуба почти с каждым человеком, которого ты сейчас назовешь, мне нужно максимум одно рукопожатие. Максимум. С любым человеком. Кого бы ты ни назвала сейчас. Нет, два. Да. Я сейчас начал представлять себе какого-то человека недосягаемого, и потом думал, так, а как я до него дотянусь? Нет, два рукопожатия. Вот максимум два. Но таких мало, в основном одно рукопожатие, и я уже нашел человека. Другой вопрос, я заинтересую этого человека или не заинтересую, это уже другой вопрос. Это не означает, что я могу быстро сконтактировать, вызвать доверие. Нет, это все время. Но просто познакомиться с этим человеком через одно рукопожатие, максимум два, я могу. И вот количество этих рукопожатий говорит о твоей успішності в нетворкінгі, в этом вот всьому, или ні. І ми повертаємось до того, про що говорили спочатку. Зв'язки вирішують все. Це площадка, яка дає просто зв'язки, можливості, да, і відкриває двері, які до цього були зачинені. Да. Класс. Проекты классные, вот, например, ты где-то на улице просто познакомишься с кем-то, ты говоришь, слушай, у меня там есть участок какой-то там, сколько там гектаров, можем построить дома, там потом поделить, перепродать, X2 сделать. Такие проекты не приходят просто так. А в клубе вот мы просто пьем чай там или что-то другое. И просто в общении приходит такой, слушай, а у меня там есть там проект какой-то, слушай, не хочешь подключиться? У тебя есть как раз ресурс определенный. Давай вместе. Давай. Все, рождается новый проект. У нас же ж недавно був онлайн-нетворкінг, і я була вражена. Так. По-перше, рівень підприємців, які були на онлайн-нетворкінгу, а по-друге, їхні проекти масштабні. І по-третє, що ці люди великих масштабів між собою вже сконтактувалися, бо вони знайшли запити і відповіді на свої запити вже пішли зідзвонюватися, списуватись партнерство. А щоб підтримати наш канал, підписуйтесь, ставте лайк і залишайте свої коментарі.